Так, добрый день, Евгений. Добрый день. Так, хочу вам сегодня рассказать о наших достижениях, поделиться с вами. Вы уже знаете уже, что мы Divinit команда, разрабатываем разные плюшки на базе AI, и в основном это помощники для бизнеса, для малого и среднего бизнеса. То, о чем я вам сегодня рассказать хочу, это больше всего касается бизнесменов, таких, у которых поступают лиды, и этим лидам надо перезванивать, надо принимать звонки, они пишут, они звонят и так дальше. Как я вижу сегодня построить работу? Хочу быстро и просто показать, что это действительно каждому должно откликнуться, кто в теме. Дело в том, что мы все стыкаемся с тем, что мы, имея бизнес, настраиваем рекламу, чтобы привлечь лиды. То есть мы настраиваем рекламу в Google, мы настраиваем рекламу в Facebook, пытаемся это все продвигать, тратить бюджет. И основная боль у многих это то, что тратишь деньги, у тебя наемный сотрудник, или ты сам этим пытаешься справляться, или у тебя менеджер, администратор за деньги твои работает, или это колл-центры какие-то, которые должны быстро принимать лиды, быстро их обрабатывать, точнее. То есть поступил лид с рекламы, кто-то нагуглил, нашел ваше объявление, зашел на лендинг, либо вам звонит, либо вам заполнил форму, а в итоге лид вам упал куда-то в какую-то воронку, то ли в Google таблицу, то ли в вашу CRM-ку, куда угодно, или вам смс какая-то пришла. В любом случае, дальше, после того, как владелец бизнеса узнал, что у него новый лид, или он узнал, или его менеджер, кто-то должен туда звонить, писать и как-то вовремя обрабатывать. Ну и часто бывает, что это работает не очень быстро, то есть на это уходят минуты, иногда много минут. А если какие-то форс-мажоры, то может и действительно нерабочее время, или заболел, или какие-то сейчас отвлекся и перезвонил через полчаса, час, а то и на следующий день. В таких случаях лид может быть уже потерян. То есть я много сейчас выделил времени объяснить, какая существует боль и что мы придумали. Мы сделали AI-ассистента, сотрудника, который умеет быть максимально похожим на человека живого в роли администратора, который умеет принять лид и максимально быстро ему перезвонить, отписать или принять от него звонок, зная при этом весь сценарий, что от него требуется. Выглядит как человек по голосу, по поведению в тексте и так дальше. И лид получает... Ну, то есть я сейчас вначале хочу обозначить основную цепочку событий, а потом их детально продемонстрировать на сегодняшнем зуме. То есть это сотрудник, который принимает эти лиды, обрабатывает и мгновенно сообщает собственнику бизнеса, что вот я тебе нового лида оформил, пожалуйста, дальше уже дело за вами, то есть у вас новый свежий лид, предоставьте ему услугу. Поэтому как это шаг за шагом бывает, ну, я сейчас пройду сначала путь, как проходит путь сам клиент, потенциальный лид, как его называют, а потом еще пройду тот же сценарий, как это выглядит для собственника бизнеса. То есть два таких фрагмента. То есть первое, человек обычный, который пришел где-то там, ну, листает ленту новостей в Фейсбуке, или он в Google пришел, ищет какую-то конкретную услугу, он вбивает свой запрос, получает, ну, мы знаем, сначала рекламные объекты, потом обычные, релевантные, и вы как бизнесмен, рекламируя свои услуги с правильным таргетом, попадаете в этот перечень, и кто-то к вам попадает в воронку. Значит, я перехожу по сайту из рекламы. Вот мы сейчас специально, все, что сейчас я буду показывать, это, знаете, вживую, на живой рекламе,
на живом лендинг-страничке, прямо в интернете, на оригинальном Google. То есть я нашел рекламное объявление свое же, мы подготовили. Это может быть вот автомобили на прокат, это может быть недвижимость. В данном случае я показываю на сегодняшнем примере прокат автомобилей. Я перехожу на сайт из рекламы, я клиент, повторюсь. Я могу, посетив сайт, либо набрать напрямую по этому вопросу, я знакомлюсь, естественно, с услугами, ценами и так дальше, и хочу заказать реально у этих ребят услугу. Мне все нравится, цены, там, условия и так дальше. Я могу либо набрать номер телефона, либо пройти по активностям, и, как мы видим, я могу заполнить форму. И вот я бы хотел выполнить, знаете, как вы клиент, который, вот то, что я сейчас на экране, так как я демонстрирую экран, я с ваших слов запишу, вы можете и сами перейти на этот сайт и заполнить форму, но я хочу, чтобы зрители увидели, как это происходит, поэтому я запишу ваше имя и продиктуйте, пожалуйста, свое имя. 646 745 4090. 4090. Вот ваш настоящий номер телефона. Я выберу какой-то рандомный автомобиль на сайте. Хочу его взять на прокат. И отправляю заявку. Прежде чем я отправлю, я прокомментирую, что я делаю. Да? Я повторюсь, я нашел объявление, прошел на сайт, заполнил заявку. И сейчас что будет происходить? Сейчас вживую произойдет создание лида, и наш виртуальный AI-ассистент, он должен позвонить, сделать это качественно, быстро, то есть он это сделает, знаете, моментально. Так ни один живой человек не может сделать. Поэтому я нажимаю кнопку «Отправить», и дальше мы будем следить за тем, как Евгений поднимет трубку, ему позвонят, он поднимет трубку, поговорит на громкой связи. Вот я выполняю запрос. И еще один момент. Хочу показать, что вот у нас подвязан календарь, реальный календарь Google. Просто я демонстрирую зрителям, что у нас сейчас чистый календарь и нет никаких записей. Поэтому я заказываю, я хочу услугу получить, и заполнил форму и отправил форму в работу. Наш робот звонит за секунды. Это 15-20 секунд, и вы получаете звонок на свой смартфон. Да, звонок. Hello. Hi. Hey, Eugene. Yeah. This is Alicia from Auto. I'm reaching out about your car rental inquiry for the Toyota Camry here in Miami. Do you have a quick moment? Yeah. Great. So I have you down for the Toyota Camry. How many days are you looking to rent for? 3 days. When works best for you to pick it up? Tuesday. Okay, let me check the available slots for Tuesday. One moment, please. For Tuesday, I have slots available at 9 a.m., 9:30 a.m., 10 a.m., 10:30 a.m., or 11 a.m. Which time works best for you? 10 a.m. Great. You are all set for Tuesday at 10 a.m. You will get a confirmation text message shortly. Pickup is at 1250 Ocean Drive, Miami Beach. It was great chatting with you. Have an awesome day. Thank you. Bye. Have a great day. Goodbye. Поговорили, и я показывал вам, что у нас чистый календарь. Кроме того, у нас есть, вот, только что появилось, значит, вторник, 17 февраля, появилась запись на 10 АМ о том, что заказали автомобиль. Хочу показать следующее, что клиент, которому только что звонил ассистент, и получается, что когда вы поговорили, я напоминаю, мы сейчас проходим путь клиента, как клиент прошел свой путь от попытки заказать услугу до момента, когда он реально уже ее должен получать. Что произошло?
клиент сейчас должен получить смс-ку. Евгений, скажите, робот вам прислал смс-ку с Да. подтверждением? Отлично. Смотрим, что мы имеем два номера. Номер, с которого звонил Евгений, на который звонили Евгению, и наш номер, бизнес-номер. Он поговорил сначала, зафиксировал время, зафиксировал все детали, забукал его. Мы увидели данную запись в реальном Google календаре. И в CRM-системе, это может быть ваша CRM-система вашего бизнеса, это может быть просто Google календарь, в который вы увидите все детали. Я уже перескочу, вы, наверное, увидели в моменте, что лид заходит как уведомление в Телеграме, то есть собственник бизнеса параллельно с тем, как заказал услугу клиент, ему поступил звонок, они все договорились с роботом, в Телеграме собственник бизнеса в своей группе, его менеджеры, он или кто там, ассистенты, видят следующую информацию, что у меня новый лид с таким-то именем, номером и так дальше, всеми деталями. Главное, что он делает summary, длинный разговор, который состоялся, саммаризируется и дает вам выжимку о том, что вас на 3 дня заказали автомобиль, хотят его забрать во вторник в 10 утра, и подтверждение отправим текстом. Робот, который делает какие-либо обещания, он это выполняет на практике. То есть мы видим в CRM, что произошел разговор с транскрипцией, summary и записью его видим. Также менеджер видит о том, что отправлена смс с таким-то текстом, то, что мы обещали Евгению подтверждение пришло. И наш робот делает квалификацию лида, что это горячий лид, что я ему отправил смс-ку, и я планирую ему отправить еще 2 смс-ки. Смс-ку за день до события, что завтра, приветствие, что напоминаю, завтра у нас с вами встреча по такому-то адресу. И следующая смс-ка это за час до встречи. Знаем, что во многих бизнесах это лежит все на администраторах, когда они должны чекать, будет ли клиент на месте, напомнить этому клиенту, что мы вас завтра ждем, что все в силе и так дальше. Теперь ни у кого голова не болит. Лид, как только поступил, его обслужили, оформили, зафиксировали с ним первой смс-кой договоренности, а потом еще по ходу до дня, до момента события, еще идут смс-ки плановые. Робот умеет посчитать правильное время, сделать правильный текст и отправить его вовремя. И сделает это гарантированно. Но идем дальше. Мало того, что произошло оформление лида и идут все фоллоуапы, клиент может передумать. Например, ему прислали смс-ку за день до события о том, что напоминаем вам, что мы встречаемся, а клиент такой: ой, так точно, у меня не получается, а что же можно сделать? Надо время подвинуть или отменить заказ. То клиент может перезвонить на номер, с которым он раньше общался, или написать обратную смс на номер, с которым он получал вот эти уведомления о том, что мы вас ждем. Например, как правило, всем легче всего написать смс, что а я завтра не приеду, а мы можем, например, перенести на тогда-то. То есть это либо отмена, либо перенос. И точно так же можно перезвонить. Разные клиенты по-разному себя ведут. Но мы по всем каналам связи можем здесь не переживать. Робот повторное обращение принимает. Вот вы можете, Евгений, сейчас перезвонить на номер, с которого вам звонили, и, например, сдвинуть время на час позже или на следующий день, как вам угодно, Давайте чтобы попробуем. продемонстрировать. Да, перезвоните туда. Hi. There. Would you like to speak with a rental manager today? Yeah, I want to reschedule my appointment. This is Alicia from Auto Harbor Exchange. What is your name? My name is Eugene. I have a reservation. I want to reschedule it.
Hey, Eugene. Great to hear from you again. We were chatting about the Toyota Camry for 3 days in Miami. When do you want to reschedule your pickup? Yeah, I want reschedule to Wednesday. One moment. Let me check the schedule. Eugene, we have slots available on Wednesday, February 18th at 9 a.m., 10 a.m., or 11 a.m. Which works for you? 10 a.m. Awesome, Eugene. I'll got you down for 10 a.m. Your car, Toyota Camry. You will get a confirmation text message to this number. It was really great chatting with you. Have an awesome day. Goodbye. Thank you. Bye. То есть видим, да, что у нас произошло повторное обращение, которое попросили поменять дату, время, и коротко, лаконично поговорили, зафиксировали эту договоренность. Я сейчас нахожусь в календаре, я просто вот даже ничего не нажимал, только что запись перед глазами ушла. Я получил уведомление в Телеграме, как собственник бизнеса, что у меня что-то поменялось, то есть тот же клиент, у него reschedule на тот же автомобиль, только на другой день, тоже на 10 АМ. Я открываю этот лид, могу открыть этот лид также в CRM-ке, перейти. И вижу повторную квалификацию о том, что это уже Wednesday. И захожу в календарь, перехожу на среду и вижу, что реально у меня было вторник, но все поменялось, и теперь у меня в реальном календаре онлайн в 10 АМ. То есть это может быть календарь, бизнес-календарь, в котором подвязаны все мои менеджеры, я как собственник бизнеса, и у меня всегда актуальные записи. Точно робот не подтвердит запись, он вживую на разговоре видит календарь, проверяет свободность той или иной даты, того или иного времени, предлагает запись и записывает и заполняет ваш календарь. То есть вы спите, ночью у вас календарь создается, вы там занимаетесь своими делами, у вас календарь весь ведется. Кто-то ответственный, его не болит голова, как это все контролировать. У него новая запись. Изменения в записях или отмены все в синхроне автоматически происходят на уровне текстовых смс, на уровнях повторных перезвонов, или это обращение из рекламы, неважно. Все лиды, которые новые или старые, они ведутся через ассистента виртуального, и ни один из фрагментов не будет упущен. Поэтому я вначале говорил, что я хочу показать вам путь лида. Путь лида мы уже прошли. Вот Евгений был реальным лидом. Просто я на презентации делал вам показ экрана и вместо Евгения прошел по рекламе. Зашел на лендинг-страницу, заполнил форму. И Евгений получил первый звонок. Он, конечно, бы делал это сам, как клиент. Поговорил, потом что-то передумал, перезвонил, перезаписался, получил, соответственно, новые смс-ки с подтверждениями голосом. Он уверен в том, что его ждут, его услышали, и он уверен в том, что договоренности уже с этим бизнесом существуют. Это зафиксировано и в его голове, как на уровне разговора, так и смс-ками вдогонку ему пишут смс-ки на правильные даты, ориентиры, куда приехать, на какое время приехать и так дальше. А теперь глазами собственника бизнеса просто проговорю коротко, максимально просто, чтобы мы на вас ориентируемся, мы вам предоставляем такое решение, которое помогает вам не переживать за лиды, а подключить к нашей системе ваш поток лидов, который будет обработан. И как для вас это будет выглядеть? Вы подключили лиды к нашей системе, и у вас, как пример, это Telegram-группа с наименованием вашего бизнеса. Там будет вы, ваш, возможно, помощник, менеджер, и он будет всегда видеть новые уведомления, значит, поступил лид, и увидит его в вашем календаре.
Это может быть переход на календарь или вашу CRM или что угодно. Поэтому глазами собственника бизнеса вы подключились к нашей системе, вы получаете уведомления о каждом новом лиде, ваш календарь всегда наполнен. То есть это при хорошей рекламе весь занятый день и дни наперед, и недели и так дальше. Вы только выполняете заказы, не волнуетесь о том, жив ли там ваш администратор, есть ли у него настроение, ничего там не отвлекает. Вы не связываетесь с ним, чтобы с ним переговорить, проанализировать какие-то вещи, потому что вы знаете, что ваш робот работает на вас 24/7 в том формате, в котором вы видели на презентации. Конечно, мы для каждой ниши делаем тот вид звонка, ту обработку лида, как вам надо. То есть это может быть какие-то отклонения от оригинала. Например, вам надо оформить личную встречу, вам надо отдать ключи, вам надо там, это может быть много вариаций, и об этом мы можем с вами обсудить отдельно. Записывайтесь на консультацию. На консультации мы разберем ваш бизнес, мы поможем вам запустить рекламу, мы подключим ваши лиды к нашей системе, мы предоставим вам формат, где вы получаете уведомления о лиде, и ваша задача только обслуживать ваших клиентов.